подруги и единомышленницы и гости канала. Сегодня наконец-то наступила наша долгожданная кулинарная суббота, а значит, мы с вами будем готовить что-то вкусненькое и радовать и удивлять своих близких, ну и себя любимых. Сегодня хочу предложить вам рецепт такого блюда, которое очень все любят, оно очень распространено в нашей стране. Это жульен. Несмотря на то, что у него вроде бы французское название, на самом деле это такое, можно сказать, адаптированное к русской в чем-то, да, душе и реальности блюдо. Потому что традиционный жульен во французской кухне – это блюдо из очень тонко, как лепестки нарезанных овощей, даже, я бы сказала, июльских овощей, от слова французского «июль», как произносится, да, и происходит слово «жульен». Ну так вот, наши повара и наши, наверное, мамы, бабушки адаптировали это блюдо когда-то в свое время, и получился наш вариант жульена, да, как правило, это грибы в сметанно-сырном соусе. Бывает, туда добавляют мясо, бывает, добавляют креветки, но в любом случае это грибы. Мы сегодня с вами будем готовить жульен из шампиньонов в соусе бешамель. Бешамель — это тоже такой, видите, с французским названием соус. Его несложно сделать, я думаю, что многие его знают. В основе соуса бешамель это молоко, сливочное масло, мука и немножко мускатного ореха, что мы, собственно, и приготовим. Но мой соус будет отличаться от традиционных моей секретной добавкой, собственно, о которой я и буду вам сегодня рассказывать. И именно поэтому наш жульен получится необычайно сливочным и вкусным. Не выключайтесь, смотрите мое видео дальше. Для приготовления нам потребуются шампиньоны. Шампиньоны — это искусственно выращенные грибы. Вы, кстати, знаете, что их, оказывается, можно есть и сырыми. Да-да-да, в некоторые салаты шампиньоны добавляют сырыми, и никто еще от этого не умер. Попробуйте, они, кстати, очень вкусненькие, такие сладковато-свежие. Я беру 600 грамм шампиньонов, в моей семье очень любят это блюдо. Я его потом буду запекать в кокотницах, но на самом деле часто подаю его и просто как соус. Значит, нам нужны шампиньоны 600 грамм, молоко, я думаю, что уйдет порядка 2 таких стаканов, масло, на котором мы будем жарить грибы, сыр, которым мы будем потом его перед запеканием, да, на жульен посыпать, сыр виола. Это и будет наш секретный ингредиент. Мука, мускатный орех, перец и сливочное масло. Для начала помоем грибы. Помоем грибы, порежем грибы и положим грибы жарить на сковородку. Самое трудоемкое в этом рецепте — это, наверное, все-таки порезать грибы. Поэтому советую к этому привлекать семью, детей, мужа, сестру, маму. Ну, в общем, кто зашел в дом, знаете, совместный труд, он сплачивает и объединяет. Ну, потом лучший способ воспитания детей — это через труд. Приучайте их к труду. Это очень полезно. Сам приготовил, сам поел, гораздо вкуснее все. Вот, мы режем грибы. Я вам советую грибы выбирать помельче. Ну, потому что в этом случае можно их сохранять, вот видите, кусочками, не так мелко нарезать. И что важно, посмотрите, на срезе мелкие грибы остаются белыми, да. То есть, чтобы наш жульен в результате не получился серым, существует два секрета. Первое — это выбрать белые грибы, чтобы, белые в плане, что они внутри белые, потому что крупные грибы, вот смотрите, мы возьмем шляпку у грибка, который уже покрупнее. Видите, уже вот эта темнота появляется. Соответственно, чем крупнее шампиньоны, тем больше у них вот этого серого, темного. И это нам все даст цвет нашему жульену. И второе, почему он темнеет? Потому что соус делают вместе с грибами. То есть мы будем отдельно жарить грибы, а отдельно готовить соус. Это тоже важно для того, чтобы получить красивый такой белый сливочный вид нашего жульена. Что касается, как нарезать грибы, здесь, конечно, у каждой хозяйки индивидуально. Я иногда, когда хочу получить более такую, знаете, кремообразную структуру, даже бывает тру их на терке. Ну, например, когда я делаю этот соус с грибами как подливу к мясу. А если же я все-таки собираюсь запекать в кокотницах, как в этом случае, да, под сыром, и это будет как отдельная закуска, лучше, когда грибы чувствуются, на мой взгляд, да, то есть, чтобы они были кусочками. Ну и так, сейчас я буду резать вот эту миску грибов. Держитесь.
сейчас... Ну вот, наши грибы готовы. Мы их порезали. Далее мы с вами начнем обжаривать грибы и готовить соус бешамель. Значит, что касается грибов, мы будем обжаривать их на растительном масле. Сейчас у нас сковородка просохнет, да, чтобы масло не брызгало. Будем обжаривать их на растительном масле. Тут возможны вариации. Я готовлю жульен без жареного лука. Хотя вообще я очень люблю лук и кладу его во все блюда. Но в жульен я его не кладу, потому что, на мой взгляд, он упрощает вкус шампиньонов. Он придает вот такую вот эту пережаренную луковую горечь, которая, ну, вот на мой взгляд, прям простит вкус этого блюда. Попробуйте, если вы всегда делали с луком, сделайте разок без лука. И, ну, напишите мне, поделитесь, как вам понравилось или нет. Итак, мы наливаем растительное масло. И сейчас вода у нас вот здесь. Как, да? И параллельно мы начинаем готовить соус бешамель. Тоже мы разогреваем ковшик. В этот ковшик мы сейчас положим с вами топиться сливочное масло. Ну, я думаю, что на наш объем вот такого кусочка нам будет вполне достаточно. Масло у нас топится. Пока мы подготовим молоко. Значит, вот хочу вам про бешамель сказать. Да? Сейчас масло растопится. Мы туда нальем первый стакан молока. Всего у нас их будет 2. Вот. В классическом рецепте тоже бешамель тает масло, потом туда вводят муку, пережаривают, перетирают муку с маслом, а потом вводят молоко. Вот я честно скажу, у меня так не получается. Я сколько раз не пыталась так сделать, у меня все время мука идет комками, меня все это расстраивает, потом я туда добавляю молоко, соус получается с комками. Я читала варианты рецепта, где предлагают его в этом случае разбить блендером. Ну, в общем... Короче, я делаю не так. Я беру вот во второй стакан молока, добавляю муку в молоко, а потом все это вместе заливаю в уже теплое молоко. Никаких комочков, все заваривается, вкус такой же. И, на мой взгляд, это намного проще. Так, здесь мы с вами разогрели масло. Здесь вот нам надо, чтобы оно не кипело, да? Вливаем сюда молоко. Так. Огонь делаем поменьше. Это у нас разогревается. Сюда мы начинаем уже добавлять наши грибы. Теперь такой нюанс по жарке грибов. Добавляйте их все-таки не очень большими порциями. Как вы знаете, шампиньоны сразу начинают отдавать воду. А нам надо все-таки, чтобы они именно жарились, а не сушились. Здесь тоже есть такой секрет. Не солите их сразу. То есть пока они не подрумянятся, их нельзя солить. Потому что соль инициирует отдачу грибами воды, да, и они сразу начинают плыть. Как они, видите, у нас все-таки достаточно сухие. Вот. То есть мы ждем, когда у них подвыпарится эта вода, и они у нас будут жариться. Параллельно мы берем второй стакан молока, берем 2 ложки муки. Ну, здесь, что касается пропорций, вам надо получить на выходе сметанообразный соус. И вы добавлением молока и муки регулируете этот процесс. Значит, сначала мы в стакан кладем муку, потом наливаем молоко, а потом размешиваем. И тогда у нас практически не будет комочков. Вот видите, очень быстро у нас почти все тут размешалось. Ну, может быть, мы лишимся какого-то орехового привкуса муки, жареной в этом масле, которое для этого ее обжаривают, да, но... Такие мучения с этой комковатостью, что вот так вот, ну, мне, во всяком случае, намного лучше. Ну, если вы профессионалы, знаете, как обжарить муку с маслом без создания комочков, пишите в комментариях, мы все будем рады это узнать. Вот, а сейчас у нас получилась с вами вот такая, видите, консистенция, вот, без всяких комочков. И мы вот это вот добавим в наше молоко, которое вот у нас с маслом, оно тут, видите. И вот это нам надо периодически помешивать. Грибы отдали воду, видите, и так, даже без соли. Если бы мы их посолили, они бы сейчас еще больше ее отдали.
Поэтому мы сейчас ждем, когда вода подвыпарится. Потом добавим вторую партию грибов. И наша задача, чтобы вода выпарилась, а грибы чуть-чуть обжарились. Как я уже говорила, шампиньоны — это такие грибы, которые можно есть и сырыми, поэтому у нас не стоит задача зажарить их насмерть, а стоит задача, чтобы они были чуть-чуть подрумяненные. Это тоже меняет, дает им такой более выраженный грибной вкус. Так, вот третий стакан молока у нас туда идет. Ну все, теперь вот эта смесь у нас должна с вами сильно прогреться, практически закипеть. И нам сюда с вами останется добавить еще соль, мускатный орех. Мускатный орех придает соусу бешамель такой очень интересный, вот этот вот мускусный такой оттенок, да, и очень хорошо сочетается с шампиньонами. Не бойтесь добавить, ну, буквально там на кончике чайной ложечки мускатного ореха. Будет очень интересный оттенок, я вас уверяю. И потом, когда этот соус у нас практически загустеет, мы будем туда вводить нашу секретную добавку, которая даст нам сливочность. Итак, солим. Перчим. Ну, здесь по вкусу. Я вот люблю, когда с перцем. Кто-то, может быть, не любит, тогда не надо перчить. Вот этот соус бешамель, он очень универсальный, хочу вам сказать. То есть с ним можно что делать? Например, баклажаны обжарили, да, пластами такими, пластинками, выложили в стеклянную форму, переложили обжаренным отдельно фаршем, и все это залили вот таким соусом и в духовку. Шикарное блюдо получится. Или очень вкусно картошку нарезать кружочками, чуть-чуть приварить эти кружочки, тоже выложить в стеклянную форму, залить этим бешамель, посыпать сыром и запечь. Тоже будет шикарно, очень вкусно и быстро. Ну, в общем, бешамель — это отличный соус, попробуйте его приготовить, кто не делал. Ну, а кто знает, думаю, согласится со мной. Вот наш бешамель пока заваривается. Здесь главное не упустить момент, иногда его помешивать, чтобы мука не осела и не приварилась ко дну. Так? Грибы у нас, видите, вода выпарилась. Это свидетельствует о том, что мы можем добавить сюда оставшуюся часть. Так, прошло, наверное, минут 5. Соус у нас, видите, начинает густеть. Это происходит от того, что мука в нем заваривается, да? Так и должно происходить. Сейчас он уже подзакипит и станет еще более густым. В общем, он должен получиться как жидкая сметана. Вот видите, он начинает густеть. Грибы тем временем тоже выпариваются. Уже вторая часть. Сейчас они начнут наконец-то жариться. Пока все это происходит, включите духовку для того, чтобы она разогрелась. И ваши кокотницы с уже готовым жульеном, посыпанные сыром, что мы делаем далее, быстрее запеклись. А то уже семья ходит, запахи чувствует, и слюноотделение у всех началось. Уже я сама не могу. Ну вот соус у нас уже, смотрите, какой стал, видите, густой такой достаточно. Вот хорошая у него уже консистенция. В этот момент мы вводим туда мускатный орех, добавляем. Ну, можно этого и не делать, но попробуйте, рискните. Я думаю, что вам понравится. И знаете, я в самом начале сама как-то скептически к нему относился, а потом попробовала, действительно такая прям вот какая-то изюминка получается. И в сочетании с шампиньонами они прям вот дополняют друг друга то, что надо. И вот теперь мы с вами добавим вот сюда 2, можно даже 3 столовые ложки виолы. И именно виолы, потому что если вы едите плавленые сыры, вы знаете, что у виолы особый сливочный вкус. И вот эта добавка, она, может быть, конечно, придаст и жирности нашего блюда, но она придаст ему очень интересный тоже оттенок такого пикантного сливочного вкуса. У меня все обычно, когда пробуют жульен, ну я кроме вас-то никому не рассказываю, понятное дело, что он с виолой, это моя тайна, только вам. Ну вот, у меня все гости, когда пробуют мой жульен, всегда просят добавку и никогда не могут понять, как он получается таким вкусным. Вот, а вы теперь знаете. Ну, соответственно, мы вот с вами это добавили. Грибы уже, видите, у нас начали жариться, вся вода выпарилась. Сейчас они у нас начнут подрумяниваться. Духовка у нас тоже уже почти готова.
Соус мы перемешиваем, чтобы у нас там разошлась наша виола. Смотрите, каким он становится, таким плотненьким, густым и очень-очень вкусным. Вот. В этот момент можно немножечко присолить грибы. Уже у нас нужная консистенция, видите? Он уже вот такой, который бывает в кокотницах. Я, кстати, всегда в ресторанах заказываю жульен, всегда пробую. Ну, если честно, такого, как у меня, я практически не пробовала никогда, сказала она скромно. Вы обязательно расскажите мне, когда приготовите, насколько вам понравилось или нет. Кстати, то, что мы в моем кулинарном блоге с вами делимся разными рецептами, это очень интересно. Мне тут одна подписчица, уже даже, можно сказать, моя подруга из Германии, с которой мы подружились благодаря каналу, прислала рецепт чебуреков. И тоже там такая вот, у каждой хозяйки все-таки вот какая-то своя такая изюминка есть. В общем, тесто делается не на воде, а на 30% сливках. И вот я хочу в одном из ближайших выпусков попробовать приготовить вам эти чебуреки. Говорят, что тесто получается просто очень нежное, мягкое, при этом оно прекрасно пузырится, и если вдруг чебуреки сразу все не съели, а они долежали до следующего дня, то и на следующий день они не дубеют, как бы, а все равно остаются нежными. Ну вот попробуем с вами скоро. Поэтому, если у вас есть какие-то свои интересные рецепты, вы мне обязательно пришлите. Я очень люблю готовить, экспериментировать, и что-нибудь для вас тоже приготовлю. Расскажу всем и ваши секреты, не только же мои. Ну вот, я считаю, что у нас грибы поджарились. Пока я тут с вами болтала. Вот, грибы у нас, видите, поджарились. Они прекрасно, видите, они ужариваются достаточно сильно. Шампиньоны, да, была полная сковородка, остался чуть-чуть на дне. Теперь мы берем наш соус и заливаем его к нашим грибам. Почему я делаю это вместе? Вот в некоторых версиях рецепта, да, тоже пишут, что в кокотнице уже это смешивают. Ну, поскольку у меня, честно говоря, этот жульен едят чаще не в кокотницах, а просто так, поэтому я делаю всегда вот именно в сковородке. И при этом я еще это сейчас потушу немножко, ну, минут 5-10, потому что так грибы отдадут свой сок в соус. Ну, тоже вы видите, когда заливаете, вот у меня соуса немножко осталось, да. Я пока его оставлю, мне кажется, что на это количество достаточно, в зависимости от того, какой густоты вы хотите получить жульен, да. Если пожиже, можно весь соус вылить, если погуще, ну, это уже каждая хозяйка там регулирует сама. Итак, сейчас у нас вот это вот все еще минут 10 потушится под крышечкой на маленьком огне. И после этого мы наш жульен разложим по формочкам, посыпем сыром, запечем, и я вам покажу, что получится. Надеюсь, что будет, пальчики оближешь. Ну, вот, я думаю, что наш жульен уже готов. Смотрите, какой он шикарный по консистенции. И обращаю ваше внимание, какой красивый получился у нас сливочный такой, да, оттенок нашего блюда. Это именно потому, что мы с вами взяли мелкие грибы белого цвета. И потому что мы сделали соус отдельно, а грибы отдельно. Теперь мы наполняем формочки. У меня вот такие вот керамические жиропрочные, да, формочки. Ну, у кого-то может быть металлические кокотницы, это не суть важно. Вот мы сейчас положим сюда наши грибы, посыпем сыром и запечем. Я даже сглатываю от предвкушения, какая же это вкуснота. Ну, это вот так можно подавать в том случае, если вы хотите как самостоятельную закуску ваш жульен. А на самом деле можно его использовать как соус. Например, сварить просто картошку, полить этим соусом вареную. Очень будет вкусно, да? У меня дети любят макароны, наверное, как все дети. И они обожают, когда просто отварить макарон и полить вот этим соусом. Вообще получается, ну, просто еще зеленью посыпать, сырком. Ну, вкуснотища невероятная. Ну, вот. Еще что? Еще можно обжарить, например, свиной стейк или говяжий, да, и тоже с этим соусом. Тогда еще побольше туда перчика черненького так сверху посыпать. Тоже, в общем, ум отъесть можно. Вот. Итак, смотрите, теперь я уже подготовила, потерла сыр. В моем случае это тильзитер. Ну, можно использовать любой сыр, который остренький и хорошо плавится. Ну, российский можно убрать попроще. Чеддер будет очень хорошо. Ну, шикарно будет пармезан. Но нам, россиянам, к сожалению, в нормальном виде он недоступен.
либо очень дорого, либо совсем не то, что должно быть по качеству. Ну, редко сейчас можно купить нормальный пармезан, поэтому для вот этого вот зитер тоже прекрасно подходит. То есть мы вот так с вами делаем, чуть-чуть его примнем, чтобы он с грибами соединился все-таки, да. Духовку я разогрела на 180 градусов. Сейчас мы ставим туда наши кокотницы для того, чтобы получить румяный